Мудрые цитаты великих Древней Греции и Рима, которые поражают своей точностью и глубиной мыслей. Приятного просмотра на канале «Мудрость мысли». Время – это самое ценное, что у нас есть. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. В душе каждого есть частица божественного. Лучше поздно, чем никогда. Знание без действия – пустота. Судьба – это не что иное, как исполнение наших собственных желаний. Мир – это книга, и те, кто не путешествуют, читают лишь одну страницу. Важнее быть хорошим человеком, чем быть богатым или знаменитым. Нельзя изменить то, что случилось, но можно изменить то, как мы на это реагируем. Тот, кто не может управлять собой, не может управлять другими. Счастье – это не цель, а побочный эффект хорошего образа жизни. Жизнь – это миг, поймай его. Умный человек не тот, кто много знает, а тот, кто много понимает. Любовь – это сила, которая все может преодолеть. Все знают, как управлять государством, но никто не может управлять своей собственной жизнью. Человек – это то, что он делает. Блажен, кто умеет наслаждаться настоящим. Не бойся, что жизнь не будет долгой, а бойся, что она будет пустой. Пока мы живы, мы должны радоваться. Каждый человек – кузнец своего счастья. Наука подобна океану, имеющему глубину, в которую не может проникнуть ум человека. Лучше знать правду и страдать, чем жить в блаженном неведении. Счастье – это не что-то готовое, оно приходит от наших собственных действий. Лучше иметь немного и быть счастливым, чем много и быть несчастным. Знание – лучшее оружие, и мудрость – лучший воин. Настоящее принадлежит философу, будущее – Богу. Нельзя любить ни того, кого ты боишься, ни того, кто тебя боится. Одни копят, словно должны жить вечно, другие тратят, словно тотчас умрут. Никто не становится хорошим человеком случайно. Лучше не бояться, лежа на соломе, чем быть в тревоге на золотом ложе. Заботясь о счастье других, мы находим свое собственное. Не порти впечатление от того, что имеешь, желая того, чего у тебя нет. Помни о том, что когда-то ты лишь только надеялся получить то, чем обладаешь сейчас.
На что ты рассчитываешь, то и обретешь. Человек должен научиться подчиняться самому себе и повиноваться своим решениям. Есть только один способ избежать критики – ничего не делать, ничего не говорить и быть никем. Когда нечем гордиться в настоящем, хвастаются вчерашними заслугами. В своих бедствиях люди склонны винить судьбу, богов и все что угодно, но только не себя самих. Глупо просить у богов то, что человек способен сам себе доставить. Бедность заключается не в уменьшении имущества, а в увеличении ненасытности. Покупающие власть за деньги привыкают извлекать из нее прибыль. Глупо рвать на себе волосы от горя, как будто горе уменьшится, если ваша голова станет лысой. Ничего нет страшного в жизни тому, кто по-настоящему понял, что нет ничего страшного вне жизни. Глупца можно узнать по двум приметам: он много говорит о вещах, для него бесполезных, и высказывается о том, про что его не спрашивают. Дай каждому дню шанс стать самым прекрасным в твоей жизни. Хвастливые речи – это первый признак слабости, а те, кто способен на большие дела, держат язык за зубами. Человек, оказавшийся в плену своих страстей, свободным быть не может. Чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы. Разумный наказывает не потому, что был совершен проступок, а для того, чтобы он не совершался впредь. Жить – это сжигать себя и все-таки не сгореть. Только в одном случае нам нечего бояться оскорбить друга – это когда дело идет о том, чтобы высказать ему правду и таким образом доказать ему свою верность. Ничто так сильно не разрушает человека, как продолжительное бездействие. Если вам нравится быть в одиночестве, это признак того, что у вас есть внутренняя сила и независимое мышление. Человек, который любит одиночество, больше способен ценить моменты одиночества, чтобы наслаждаться простотой жизни. Итак, друзья, мы с вами сегодня прикоснулись к удивительной мудрости древних. Цитаты философов Греции и Рима по-прежнему впечатляют глубиной мысли и заставляют нас стремиться к самосовершенствованию. Спасибо за внимание. И до скорой встречи в новом видео на канале «Мудрость мысли».